Привет, земляне! Спешу похвастаться. Я тут стал рептилоидом. Представляю вашему вниманию Reptile Harrier S1100, или по-русски Рептилия Лунь S1100. S как доллар. Кстати говоря, лунь — это птица с размахом крыла примерно 1,10 м. Так что название выбрано, по крайней мере, по габаритам удачно. Но по весу птичка лунь, ну, максимум 600 грамм может весить. Так где-то 300-400 грамм. А эта штука весит с аккумулятором 1300 у меня. Такая жирная лунь. Это видео будет состоять из 3 частей. Первая часть — это у нас приветствие, которое уже подходит к концу. Вторая часть — это сам полет. Я решил в таком порядке это сделать, в отличие от большинства. И третья часть — это у нас разбор, что у нас такое, и немножечко истории для тех, кто хочет досмотреть это видео до конца. А сейчас мы вернемся в поле, где я пытаюсь запустить эту птицу. Сегодня у нас хорошая погода, спокойно, тихо, ветра нету. Даже где-то там солнышко вдалеке, как раз на заднем фоне пробивается. Да, я нехорошо камеру разместил, но мне как-то пофигу. В общем, сегодня у нас хороший день, я думаю, для очередного первого запуска крыла Рептилия Лунь S1100. Работает. Фух. Я что-то даже и не ожидал. Офигеть. Офигеть. Я, блин, на квадриках не привык к таким скоростям. Я аж испугался, черт возьми, а. Что-то он у меня вниз кренится. Что за фигня? Офигеть. Ты чё вниз так кренишься? Мне аж страшно. Во, у меня же есть altitude fall. Так, сейчас у нас высота 200 метров. Просто мигом, блин, набрал. У меня аж руки трясутся. И не от холода. Ох, блин.
попробую успеть залезть в машину. Я в машине, в тепле. Офигенная штука, блин. Вот эта скорость, черт возьми, а. Да, после дрончиков-то неудобно управлять. А R9M говно. R9M говно. О, по рудеру поворачивает немножечко. Взлетел-то он вообще классно. Я так быстро, блин, что... Spread your little wings and fly away, fly away, far away. Блин. Как я долго ждал этого момента. Ладно. А что ты у нас можешь по скорости? Как бы уже батарейка подсевшая. Блин, быстро у него батарейка-то подсела. Всего 5 минут летает. Холодно, наверное, поэтому. Сможет он домой вернуться? Наверное, пора на посадку. Блин, посадка это самое сложное. Я, блин, даже в чертовом GTA самолет посадить с первого раза не мог. Что будет тут? Ничего, 40 километров в час. Парит. Ой, я даже тень от него вижу. А! Блин.
это офигенно! Вот так выглядит посадочная полоса моя сегодняшняя. В общем, вот так выглядит это крыло в собранном виде. Все компоненты указаны в описании к видео. О, наклеечка оторвалась. Тут у нас покоится аккумулятор Onbo на 4200. Этого аккумулятора хватило на 29 минут 40 секунд. Ну, как бы в круизе, если только лететь, в спокойную погоду, я думаю, минут на 40 его хватит с лихвой. Тут у нас камера Мисты. Хочется упомянуть именно то, что у нее объектив не родной. С родным объективом она ужасна. А тут стоит ранкамовский объектив. С ним она довольно неплохо работает. На этапе сборки вот эту вот пластину я вклеил немного криво. Она у меня смещена в эту сторону. Но это ерунда. Все обрезалось и нормально стало. Вот этот вот плавничок мне даже понравился. Кидать крыло довольно удобно. Лучше, чем диском, учитывая то, что я не умею диском запускать. И вообще это мое первое крыло. Я до этого их даже в руках не держал. Вот эта вот штука при посадке полностью набивается снегом. Посадка у меня была хорошая, но вот эта вот штука, она вся была забита снегом. Сюда снег не попал. И сюда я планирую откручивать и сюда закладывать грузики. Потому что сейчас вот в том виде, как он прямо сейчас, то есть батарея смещена до конца, это получается идеальный баланс. То есть CG у меня располагается не вот тут вот, как указано в инструкции, а немножечко назад, то есть не доходя до этой черты, где-то на середине. И вот это вот просто идеальный CG получается. Насколько я вижу, то, что я его кинул, вот один раз я забыл заармить моторчики, я его кинул, и он просто как бумажный самолетик спокойно спланировал и плашмя сел, не морковкой. Антенну я расположил немножечко под углом. Это у нас это 900 МГц антенна. И поэтому, опережая замечание, что ее нужно располагать прямо, да, я согласен, ее надо располагать прямо. И вот я ее потом как-нибудь так и сделаю. Пока надо подумать, как это лучше сделать. Но вот, допустим, на вот этом вот квадрокоптере точно такая же антенна. Она у меня запечатана в стержне от ручек. Советую, кстати, довольно неубиваемые антенны становятся. То есть, что угодно с ними делай. Они пропами не обрезаются, в холод они не трескаются. С этой антенной абсолютно та же самая ситуация с сигналом, что и расположено вот тут. То есть, сигнал нестабильный, сигнал, ну просто фейл-сейвы часто. Это какая-то проблема прошивки. Буду дальше смотреть прошивки R9M. Но раз уж я это купил, то мне с этим жить, по крайней мере, в ближайшее время. Ну, тут располагается сам приемыш. Тут я дырку просто проколупал сверлом. Тут у нас располагается GPS-модуль. В iNavi, который у меня тут сейчас стоит, к нему я еще вернусь, какая-то проблема закралась. Постоянный GPS-эррор. Загрузка происходит, и он не дает заармиться, говорит GPS-эррор. Я его перетыкаю вот таким образом. И он уже, ну, либо включится, либо не включится после этого. Если он включается, то вроде как в полете ничего критичного не случается. Ну, это еще время покажет, как оно все работает. Но я надеюсь, что будет нормальная прошивка iNavi. Вот с таким вот заляпыванием тоже что-то нужно мне придумать будет. Пока это лучший вариант. Но не хочу я чисто на магнитиках держать. Мне кажется, это как-то ненадежно. Эта штука у меня постоянно болтается. У меня тут на двусторонний скотч. Но этот 3М двусторонний скотч, он куплен на Алиэкспрессе за гроши, поэтому он нифига не держит. Еще раз батарейки. При одной из первых попыток запустить этот агрегат, аккумулятор, я его тогда, кстати, располагал, пытался вот таким образом, потому что у меня плата распределения питания у меня была повернута в ту сторону.
И поэтому провод у меня был короче, и мне приходилось его сюда засовывать. Потом я просто, меня это достало, и я взял это все, открутил, не перепаивая, развернул вот так. Благо длины проводов у меня хватило, я с запасом делал. Аккумулятор у меня при падении морковкой сюда улетел. Вот эту вот штуку всю вырвал. И вот тут вот фанерка, которая тут была в комплекте, она просто в щепки разлетелась. И поэтому мне один хороший человек распечатал на 3D принтере вот такую штуку. Рисовал он ее сам по моему чертежу, но на самом деле в интернете есть точные вообще копии на 3D принтер вот этой вот площадки. История этого крыла. В общем, 1 ноября я склеил каркас, а запустил я его только 8 декабря. Почему так произошло? Изначально я ставил сюда полетник вот F405 Wing. Но с этим полетником что-то не заладилось. То есть, ну, подходит он сюда, конечно, идеально. Стек получается меньше, так как ПДБшка не нужна. Но что-то пошло не так. У этого полетника накрылся ОСД. То есть он тут даже в каком-то месте дымок у меня пошел. Все было спаяно нормально. Все было подключено нормально, но вот какого-то чертова ОСД сгорел. Поэтому я подключил к этой штуке микро-миним ОСД. Все нормально, все заработало. И в какой-то момент он просто сжег микро-миним ОСД. Я не знаю, что там произошло. То есть вот в 1 минуту я все нормально наблюдал, настраивал, смотрел через ОСД. И тут вдруг раз, и все, черный экран, ничего не работает. Заодно вместе с ОСД-хой он сжег вот один такой модуль GPS. В какой-то момент я коснулся сюда рукой, и блин, офигеть, эта штука горячая. Достаю, палец не терпит. В общем, GPS-модуль сгорел. Еще заодно вместе с GPS-модулем сжег матековский бузер. Сейчас у меня бузера нет. Как выяснилось, на крыле бузер все-таки ну, не must have, но хотелось бы. Потому что если приземляешься где-то там чуть-чуть подальше рассчитанного, искать его уже не так приятно. Конечно, проще найти, чем какой-нибудь квадрик 5-дюймовый, но все равно неприятно. Так, вот это говно надо убрать. Я распотрошил один свой квадрик, достал оттуда этот FC Hub 6S матековский и матековский полетник F405 STD. А дальше уже начались мои просто вопиющие ошибки. Я каким-то образом умудрился перепутать полярность у регуля. И таким образом регуль пульнул дымком мне в лицо и сказал, что теперь ты будешь спать с этим запахом. Вторая ошибка во время пайки была, это вот тут вот у нас припаян правый сервомоторчик. И вот я каким-то образом, возможно из-за того, что у меня тогда был на грани смерти паяльник, и я был злой, и было 1:00 ночи, в общем, все вот эти проводки я перепутал между собой. Сервомоторчик, естественно, сгорел. Ну и потом еще пришлось мне этот сервомоторчик оттуда вырезать, потому что он у меня был вклеен туда на уху-пор. Еще, как оказалось, проводок, вот, который проходит по крылу, я его там защемил, но все-таки я его вытащил. В общем, все заработало. И можно, кажется, лететь. iNav на борту, последний релизный, то есть там 2.0, не помню сколько. Дома все проверил, моторчики работают, то есть я его даже покидал на кровать, что автолонч срабатывает. Вышел в поле уже с прикрученными пропеллерами, кинул его, а моторчики-то не хотят раскручиваться. И вот он у меня так несколько раз морковкой в снег вошел. Как выяснилось, iNav не умеет работать с дэшотом. А эти регули, хотя вроде хорошие регули, у них обратная поддержка, ну,
она никакая получается. То есть они работают только с дэшотом. Мультишот, ваншот, там стандарт так называемый у Айнава, они с ним работают криво. Я, конечно, пытался как-то там подкрутить, чтобы эта вся штука заработала без вот этих вот глюков. Но это моторчики очень медленно раскручиваются. И, в общем, ну, с таким он явно не стартанет. Я скачал с гитхаба последний код вообще Айнава, собрал его сам и залил сюда. После этого дэшот у меня заработал. Ну, вроде как вот, кроме GPS, вот больше других багов я пока не видел. Ну, я мало летал, может там что-то еще и есть. Ну, и я не видел ничего другого. Может быть, он как-то по-другому летит. Ну, в общем, так вот, спойлер. В версии 2.1 Айнав будет поддерживать полностью дэшот. Дэшот заработал, моторчики нормально закрутились. Я пошел его запускать, и он у меня снова морковкой вниз. А почему? А потому что по умолчанию в Айнаве троттл на 1300. Этого ему недостаточно. Я сначала думал, что это в недостатке оборотов или то, что пропеллеры маленькие, тут 6-дюймовые. Я уже даже себе заказал и 7, и 8-дюймовые. Ну, я их опробую все равно, когда придут. В итоге выяснилось все-таки троттл 1300. Я сделал на 2000 и все. После этого он у меня полетел. Но, конечно, вот по видео, я потом уже сам видео проанализировал так глазками и понял, что мотор дилей нужно делать побольше. У меня он, по-моему, 150 стоит. В общем, это все-таки опасный довольно. Если я побольше пропеллеры возьму, то оно мне может дотянуться до руки. Потому что моторы включаются, пока он у меня еще над рукой. Ну и поменьше немного, потому что 2000 это просто дофига. Он просто рвет с самого начала. Немножечко о том, как у меня еще элевоны стоят. Кто, кстати, не знает, вот как вот я не знал изначально, чем элевоны отличаются от элерон. Элевоны это еще и заодно руль высоты. Те, кто в теме, тем это будет даже смешно слышать. Вот такой вот у меня задир получается у элевонов. Но я думаю, его нужно немножечко еще побольше сделать, потому что, ну, не настолько. Сейчас пульт выключен, я не знаю, что это было. Да ладно, пофигу. В общем, нужно элевоны задрать чуть-чуть побольше, я считаю. Моя прелесть! В общем, крыло мне понравилось. Летать на нем прикольно, весело. Не так, конечно, весело, как на дрончике, но это отдельная категория. А теперь мне нужно будет как-то его довести до ума, научиться летать. Потом уже я поставлю на него камеру, может быть, буду записывать какие-нибудь интересные видосики. Попробую еще заодно проверить реальную дальность этой вот системы. Также я надеюсь, что кто-то может подсказать мне, что у меня тут собрано не так, что мне можно улучшить еще, что мне, может быть, можно настроить в Айнаве интересного. Потому что, ну, я, кажется, уже говорил, что это мое первое крыло, это мой первый Айнав. До этого я летал только на квадрокоптерах, то есть Фантом и гоночные квадрокоптеры. На этом видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Спасибо за советы, которые, я надеюсь, будут оставлены внизу.